Приветствую вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео я хочу рассказать 121 интересный факт из истории СССР. Из этого видео вы узнаете следующее. Кого ООН наградила как человека, предотвратившего ядерную войну? Какой советский лозунг стал прообразом знаменитой фразы Джорджа Оруэлла в романе «Антиутопии» 1984? Почему Стаханов после установления рекорда по добыче угля был вынужден сменить имя? Какой эпизод в фильме «Операция Ы» был снят Гайдаем на основе личного армейского опыта? Кто в советское время был удостоен премии за изобретение машины времени? Зачем танк Т-28 по техническому заданию должен был преодолевать лунные ландшафты? Каким образом арбузы помогли при испытаниях советской авиационно-космической системы? Какое село является родиной 2 маршалов и 12 генералов? Почему советского футболиста Александра Заварова во Франции прозвали свеклой? Кто из жителей нашей планеты является рекордсменом по путешествиям во времени? Прошу вас подписаться, а также нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. А если это видео вам понравится, прошу поставить лайк. Обращаю ваше внимание, что, как и всегда, в конце видео вас ждет очень интересный бонусный факт для всех досмотревших этот ролик до конца, который вам наверняка неизвестен. В заключении этого видео мы разместим самые интересные, популярные, полезные и остроумные комментарии, которые зрители оставляли к предыдущему нашему ролику, а также список наших спонсоров. СССР просуществовал почти 69 лет. Это целая эпоха. И даже те, кто жил в Советском Союзе, могут и не знать некоторые факты о стране Советов. Сегодня мы расскажем вам много интересного о той стране, которой уже нет, и о жизни в ней. 1. Советское мороженое за границей считалось элитным, оно подавалось лишь в дорогих ресторанах по очень высокой цене. В советском мороженом содержалось только натуральное молоко. Каждая партия оценивалась по стабильной системе, а любое отклонение от должного вкуса, запаха и даже цвета расценивалось как брак. 2. Автомобиль «Победа» должен был называться «Родина». Изначально машине хотели дать название «Родина». Однако, когда об этом доложили Сталину, тот задал всего лишь один иронический вопрос: «Ну и почем у нас будет Родина?» Название сразу же забраковали. 3. Название резиновых тапочек «Сланцы» произошло от города Сланцы. Завод «Полимер» в СССР, выпускавший эти самые резиновые тапочки, находился в городе Сланцы. И на подошве тапочек выдавливали слово «сланцы». А советские люди дружно решили, что это название обуви. 4. Туалетная бумага. Туалетная бумага в СССР была в дефиците всегда. Поэтому, где бы людям ни встретилась очередь за ней, в нее сразу же становились. И брали столько, сколько дадут. В одни руки тогда давали ограниченное количество товара. Потом 1-2 рулонов нанизывали на прилагавшуюся веревку и вешали на шею. И так покупатель мог проехать через весь город, никто не удивлялся, могли только спросить, где брали. 5. В советских номерах телефонов были не только цифры, но и буквы. До 1968 года в СССР были не редкостью номера типа Б-34, 54. 6. Первая отечественная компьютерная игра была сделана в СССР. Представляете, первая отечественная компьютерная игра была создана еще в СССР. Было это в 1990 году. Называлась игра «Перестройка». Нужно было управлять лягушкой в болоте, избегать жучков и собирать ценные вещи. 7. На чьей стороне во Второй мировой войне, кроме Третьего рейха, воевал Гитлер? В Великой Отечественной войне принимал участие красноармеец-пулеметчик Семен Константинович Гитлер, еврей по национальности. Сохранился наградной лист, согласно которому Гитлер был представлен к медали за боевые заслуги за совершение подвига.
Правда, в базе данных «Подвиг народа» сообщается, что медалью за отвагу награжден Семен Константинович Гитлев. Случайно или намеренно была изменена фамилия, неизвестно. 8. Задорнов заменял президента в новогоднем обращении к народу. В 1991 году, когда по сути СССР уже распалась, но формально его президентом значился Горбачев, который уже ничего не решал, поздравлять народ пришлось сатирику Михаилу Задорнову. Юморист выступал в прямом эфире и так увлекся, что проговорил на минуту дольше. Ради него даже задержали бой курантов. 9. На испуг. Во времена Великой Отечественной войны СССР катастрофически не хватало танков. Во время обороны Одессы от румынов тракторы обшивались броней, на них устанавливалось легкое вооружение. И такие, так сказать, танки шли в бой. Ставка была на испуг, танки шли в бой ночью с включенными фарами и сиренами, и румыны обращались в бегство. За такие случаи солдаты назвали их НИ-1, что означало «на испуг». 10. Человек, предотвративший ядерную войну. В 1983 году дала сбой советская система спутникового обнаружения, передав сигнал о старте нескольких американских ракет. Сидящий на пульте подполковник Станислав Петров взял на себя ответственность не передавать информацию высшему руководству страны, решив, что вряд ли США будут наносить первый удар столь малыми силами. В итоге оказалось, что система дала сбой, а в 2006 году ООН наградила Петрова как человека, предотвратившего ядерную войну. 11. Подарок. В 1945 году советские школьники подарили американскому послу деревянное панно из ценных пород дерева с изображением герба США. Ни школьники, ни посол не знали, что в панно вмонтировано подслушивающее устройство. Жучок был так удачно спрятан, что американские спецслужбы ничего не заметили, а советские шпионы еще 8 лет прослушивали разговоры в рабочем кабинете посла. 12. Нет детей, плати. В СССР с ноября 1941 года существовал налог на бездетность, который составлял 6% от зарплаты. Платили его бездетные мужчины от 20 до 50 лет и бездетные замужние женщины от 20 до 45 лет. 13. С первым Коминтерном в 1939 году организация «Союз воинствующих безбожников» предложила изменить название месяцев: январь – месяц Ленина, февраль – месяц Маркса, март – месяц революции, апрель – месяц Свердлова, май – месяц май, июнь – месяц Советской Конституции, июль – месяц жатвы, август – месяц мира, сентябрь – месяц Коминтерна, октябрь – месяц Энгельса, ноябрь – месяц Великой революции, декабрь – месяц Сталина. Так мы бы отмечали Новый год 31-го Сталина, начинали учебный год 1-го Коминтерна. День защитника Отечества отмечали 23-го Маркса, а Всемирный женский день 8-й революции. В итоге эксперименты с календарем были окончательно прекращены в 1940 году. И слава богу. 14. Байкал. Советский ответ Пепси. 24 июля 1959 года Никита Сергеевич Хрущев, руководитель советского государства, попробовал заморский напиток Пепси-колу. Фотография, где он пьет Пепси, разлетелась по всему миру, а Пепси заявила о намерениях разместить свои предприятия в СССР. В 1972 году появились заводы по производству Пепси в Москве, Ленинграде, Новороссийске, Киеве, Ташкенте и Таллине, и Пепси сразу стал дефицитным напитком в стране. Чтобы не ударить в грязь лицом, СССР принялся за разработку напитка, по вкусу не уступающего Пепси, но также более полезного для здоровья. Вскоре появился напиток «Байкал», который действительно был таким же вкусным, как Пепси, и полезным для здоровья. Это подтверждалось тем, что ряд иностранных компаний, в том числе и PepsiCo, купили лицензию на изготовление «Байкала». 15.
Какой российский город в 1920-х годах жил сразу в двухчасовых поясах? В начале 1920-х годов Новосибирск состоял из двух частей по разным берегам Оби, между которыми не было автомобильного моста. А так как часовой меридиан проходил прямо по реке, то в городе было два времени. На левом берегу разница с Москвой составляла 3 часа, а на правом – 4. Хотя большого неудобства это положение новосибирцам не доставляло, ведь каждая половина жила обособленно, и даже браки между жителями разных берегов города были редки. 16. Где параллельно со строительством Байконура был построен ложный деревянный космодром, когда в 1950-х годах было принято решение строить космодром в казахских степях. Для введения вероятного противника в заблуждение построили еще один космодром, деревянный, в поселке Байконур Карагандинской области. После старта корабля «Восток-1» с Гагариным на борту это название в печати перешло к настоящему космодрому, находящемуся в 300 километрах от этого поселка. 17. Где и когда спроектировали и провели испытания летающего танка? В годы Второй мировой войны в СССР велась работа над созданием летательного аппарата на базе танка А-40. В ходе летных испытаний танкопланер буксировался самолетом ТБ-3 и смог подняться на высоту 40 метров. Предполагалось, после отцепления буксировочного троса танк должен самостоятельно планировать в нужную точку, сбрасывать крылья и сразу вступать в бой. Проект закрыли из-за отсутствия достаточно мощных буксировщиков, которые были необходимы для решения более важных задач. 18. Когда и где красноармейцы и белогвардейцы сражались на одной стороне в одинаковой форме? В 1931 году в китайской провинции Синьцзян вспыхнуло восстание тюрко-мусульманского населения. В правительственные войска были мобилизованы русские эмигранты, как белогвардейцы, кто жил в Синьцзяне еще со времен гражданской войны в России, так и те, кто бежал от голода и коллективизации в СССР. Еще через 2 года генерал-губернатор провинции Шэн Шицай сумел договориться с Советским Союзом о помощи в подавлении восстания. В Китай был переброшен 13-й Алма-Атинский полк ОГПУ, солдаты которого были одеты в белогвардейскую форму. Кроме того, СССР напрямую финансировал уже сражавшиеся части, составленные из русских эмигрантов. Таким образом, красные и белые участвовали в этом конфликте на одной стороне. 19. Как редакция Большой советской энциклопедии изымала из вышедших книг статьи о Берии. В 5-м томе Большой советской энциклопедии вышла хвалебная статья о Берии с его портретом. Вскоре Берия был арестован, и редакция ПСЭ разослала всем подписчикам специальное письмо. В нем рекомендовалось ножницами или бритвой вырезать страницы о Берии, а вместо них вклеить дополнительные страницы, посвященные расширенной в несколько раз статье Берингов пролив. 20. Почему песня «А может быть ворона» из советского мультфильма была записана в ускоренном темпе? Песня «А может быть ворона» изначально должна была звучать в мультфильме «Пластилиновая ворона» в обычном темпе. Однако режиссер Александр Татарский не проследил за временем записи, из-за чего песня не уложилась в отведенные 5 минут анимации. Решение было найдено простое, песню ускорили, в результате чего она приобрела свое знаменитое мультяшное звучание. 21. Почему футбольные болельщики кричат «Шайбу! Шайбу!»? Клич болельщиков «Шайбу! Шайбу!» можно услышать как на хоккейных, так и на футбольных матчах. Так получилось благодаря знаменитому хоккеисту Борису Майорову, который любил играть и в футбол, и даже поучаствовал в матчах высшей лиги СССР за «Спартак». Когда на футбольном поле мяч попадал к Майорову, болельщики начинали его подбадривать привычной хоккейной кричалкой. 22. Почему слово «ку» в фильме «Кин-дза-дза» ставило его под угрозу запрета? Когда снимался фильм «Кин-дза-дза», генсеком СССР стал Черненко. Так как его инициалы были КАУ,
то Данелия под страхом запрета фильма решил переозвучить часто употребляемое в фильме универсальное слово «ку». Выдвигались варианты «к», «ко», «кы» и другие, но пока съемочная группа выбирала, Черненко не стало, и в итоге все осталось как прежде. 23. Какое животное снималось и в «Кавказской пленнице», и в «Девятой роте»? Для съемок сцены со стариком-афганцем в фильме «Девятая рота» понадобилась ослица. Съемочная группа обратилась в Ялтинский зоопарк, объяснив, что нужно животное, которое не боится камеры и громких звуков. Работники зоопарка сразу посоветовали ослицу Люсю, которая почти 40 лет назад снималась в «Кавказской пленнице», возя на себе Шурика. Роль в «Девятой роте» она сыграла также отлично. 24. Когда осуществлялись попытки перевода русского языка на латиницу? В 1920-х годах началась масштабная кампания по переводу письменности народов СССР на латиницу. К концу 1930-х годов было латинизировано 66 языков, включая даже такие, что уже имели письменность на кириллице, якутский и коми. Было разработано и несколько схем латинской записи для русского языка, но до реализации плана дело не дошло. А затем повернули вспять и решения для других советских языков. И к 1940 году почти все они получили письменность на основе кириллицы. 25. Какой советский лозунг стал прообразом знаменитой фразы Джорджа Оруэлла «Знаменитая формула дважды два равняется 5», на которую Джордж Оруэлл неоднократно делал акцент в романе «Антиутопии» 1984, пришла ему в голову, когда он услышал советский лозунг «Пятилетку» в 4 года. 26. Какой советский лидер стал неофициальным рекламным лицом Pepsi? В 1959 году в Москве проходила Американская национальная выставка, где Хрущеву предложили попробовать пепси-колу. Он согласился и невольно стал рекламным лицом компании, так как на следующий день в газетах всего мира была опубликована фотография, на которой советский лидер пьет пепси. 27. Капитан какой футбольной сборной однажды добился от судьи отмены неправильно забитого его командой гола? На чемпионате мира по футболу 1962 года сборная СССР встречалась с командой Уругвая, и при счете 1-1 после удара советского футболиста мяч залетел в сетку через дырку с внешней стороны. Арбитр плохо видел момент и гол засчитал, однако капитан советской команды Игорь Нетто жестами объяснил судье, что гол забит неправильно. Этот мяч в итоге отменили, но наши футболисты забили еще и все-таки выиграли матч. 28. Какому советскому животному удалось получить водительские права в Германии? Однажды медвежий цирк Валентина Филатова был на гастролях в Штутгарте. На одной из репетиций медведица на мотоцикле выехала за пределы арены и ворота цирка и оказалась на городском шоссе в потоке машин. Она успела проехать 3 перекрестка, на каждом из которых регулировщики давали ей зеленый свет, прежде чем Филатов на автомобиле догнал ее и остановил. Вечером того же дня местная полиция вручила медведице водительские права. 29. Почему Стаханов после установления рекорда по добыче угля был вынужден сменить имя? Знаменитого советского шахтера-рекордсмена Алексея Стаханова на самом деле звали не Алексей. Просто сразу после его рекорда по добыче угля статья в газете «Правда» по ошибке назвала его именно так, и ему пришлось срочно менять имя и паспорт. Каким было настоящее имя Стаханова, точно неизвестно. Одни исследователи считают, что Андрей, другие, что Александр. 30. Каким образом Горбачевская антиалкогольная кампания повлияла на тексты песен «Машины времени»? Во время Горбачевской антиалкогольной кампании цензуре подверглись многие произведения искусства. Например, был изменен текст в песне «Разговор в поезде» после строки «Вагонные споры. Последнее дело». Вместо «Когда больше нечего пить» стали петь «И каши из них не сварить». 31.
Как обработали речь Евгения Леонова, когда он озвучивал Винни-Пуха? В советском мультфильме Винни-Пуха озвучивал Евгений Леонов. Для достижения большей комичности речь артиста была ускорена примерно на 30%. Если уменьшить скорость на эту величину, можно услышать обычного Леонова. 32. Для чьей самообороны в 1984 году в СССР создали лазерный пистолет? В 1984 году в СССР был разработан лазерный пистолет несмертельного действия. Он предназначался для самообороны космонавтов. Поражающее действие этого пистолета заключалось в выведении из строя чувствительных элементов оптических систем, в том числе глаз человека. А важным преимуществом по сравнению с обычным пистолетом в условиях невесомости было отсутствие отдачи. Сейчас лазерный пистолет является памятником науки и техники и экспонируется в Музее истории Военной академии РВСН. 33. Что за голубой шар крутится, вертится над головой в популярной песне? В популярной песне, прозвучавшей в фильме 1934 года «Юность Максима», есть строки: «Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой». Очевидная нелогичность текста «Что за шар может крутиться над головой?» объясняется просто. В изначальном варианте этой песни, возникшей еще в середине XIX века, пелось не шар, а шарф. Но так как буква «Ф» на стыке слов в быстром темпе пелась очень трудно, она впоследствии редуцировалась. 34. Какой эпизод в фильме «Операция Ы» был снят Гайдаем на основе личного армейского опыта? Леонид Гайдай был призван в армию в 1942 году и сначала служил в Монголии, где объезжал лошадей для фронта. Однажды в часть приехал военком для набора пополнения в действующую армию. На вопрос офицера «Кто в артиллерию?» Гайдай ответил «Я». Также он отвечал на другие вопросы «Кто в кавалерию?», «Во флот?», «В разведку?», чем вызвал недовольство начальника. «Да подождите вы, Гайдай», — сказал военком, — «дайте огласить весь список». Позже режиссер адаптировал этот эпизод для фильма «Операция Ы» и другие приключения Шурика. 35. Кем по профессии был человек, названный москвичами в легендах светящимся монахом? Академик Семен Вольфкович был в числе первых советских химиков, проводивших опыты с фосфором. Тогда необходимые меры предосторожности еще не принимались, и газообразный фосфор в ходе работы пропитывал одежду. Когда Вольфкович возвращался домой по темным улицам, его одежда излучала голубоватое свечение, а из-под ботинок высекались искры. Каждый раз за ним собиралась толпа и принимала ученого за потустороннее существо, что привело к распространению по Москве слухов о светящемся монахе. 36. Кто и когда пытался плавать на подлодке с парусом? В 1942 году советская подлодка Ща-421 подорвалась на немецкой противолодочной мине, потеряв ход и возможность погружаться. Чтобы судно не снесло к берегу противника, было принято решение сшить парус и поднять его на перископе. Однако доплыть на парусе до базы уже не получилось, как не получилось даже отбуксировать подлодку при помощи других кораблей. После появления немецких торпедных катеров экипаж эвакуировали, а субмарину затопили. 37. Почему советская цензура исключила из Большой советской энциклопедии статью об обычном музыкальном фестивале? В Большой советской энциклопедии издания 1955 года была статья «Пражская весна» о ежегодном фестивале академической музыки в Праге. Однако в следующем издании энциклопедии, вышедшем после печально известного вторжения советских войск в Чехословакию 1968 года, статьи с таким названием уже не было. 38. Какую фразу Терминатора раньше него уже произносил электроник? В фильме «Терминатор 2» Терминатор говорит байкеру: «Мне нужны твоя одежда, ботинки и мотоцикл».
За 11 лет до этого в фильме «Приключения электроника» электроник, собираясь заменить Сыроежкина, обращается к нему с фразой «Мне нужна твоя форма». 39. Что поется в песенке «Уна уна уна, ун момента»? Песенка «Уна уна уна, ун момента» из фильма «Формула любви» кажется написанной на итальянском языке. В действительности ее текст представляет собой несвязный набор из итальянских слов, а придуман он был композитором фильма Геннадием Гладковым. 40. Кого предложили советским ученым посылать в космос вместо собак сердобольные американские женщины? Собаку Лайку отправили в космос, заранее зная, что она погибнет. После этого в ООН пришло письмо от группы женщин из штата Миссисипи. Они потребовали осудить бесчеловечное отношение к собакам в СССР и выдвинули предложение: если для развития науки необходимо посылать в космос живых существ, в нашем городе для этого есть сколько угодно негритят. 41. Кто в советское время был удостоен премии за изобретение машины времени? Машину времени для фильма «Иван Васильевич меняет профессию» изначально заказывали в конструкторском бюро, которое представило слишком сложный проект. Так как по сценарию ее изобретает Шурик в одиночку, проект не подошел, и тогда для работы пригласили скульптора по дереву Вячеслава Почечуева. Его вариант машины в конечном счете устроил Гайдая, а сам Почечуев получил премию и справку от Мосфильма. Деньги выданы за изобретение машины времени, без всяких кавычек. 42. Какие слова из стихотворения Пушкина «Памятник» были вырезаны цензурой в 1949 году? В 1949 году отмечался 150-летний юбилей Пушкина. Доклад о его жизни и творчестве делал по радио Константин Симонов. В одном казахском городке у репродуктора собралось большое число калмыков, депортированных сюда с исторической родины. Где-то в середине доклада они потеряли к нему всякий интерес и покинули площадь. Дело было в том, что при чтении пушкинского памятника Симонов остановил чтение прямо в тот момент, когда должен был произнести «И друг степей калмык». Это значило, что калмыки до сих пор в опале, и цензура исключает всяческие упоминания о них даже в таких безобидных случаях. 43. Почему космонавты смотрят перед отлетом фильм «Белое солнце пустыни»? Известно, что у советских и российских космонавтов есть традиция перед отлетом смотреть фильм «Белое солнце пустыни». Оказывается, у этой традиции есть логичное обоснование. Именно это кино показывалось космонавтам как эталон операторской работы. На его примере им объясняли, как правильно работать с камерой и строить план. 44. Какую сказочную роль Георгий Миляр сыграл почти без грима? Георгий Миляр сыграл почти всю нечисть в советских сказочных фильмах, и всякий раз ему накладывали сложный грим. Почти не понадобился он Миляру только для роли Кощея Бессмертного. Актер был худым от природы, вдобавок к этому во время Второй мировой войны заразился малярией в эвакуации в Душанбе, превратившись в живой скелет весом 45 килограммов. 45. Почему в одно из первых изданий словаря Ожегова не включены названия жителей городов, кроме слова «ленинградец»? В одно из первых изданий толкового словаря Ожегова решили не включать названия жителей городов, чтобы лишний раз не увеличивать его размер. Исключение было сделано только для слова «ленинградец», но не в знак особого уважения жителям Ленинграда. Просто было необходимо разделить слова «ленивый» и «ленинец», которые стояли рядом, дабы не порочить образ юных ленинцев. 46. Какой советский автомобиль выпускался в том числе с правым рулем и автоматической коробкой передач? У автомобиля ГАЗ-21 существовало множество модификаций. В 1965 году была даже выпущена модель ГАЗ-21П, экспортный вариант с правым рулем. И в том же году сделали ГАЗ-21ПЕ, такую же модель с правым рулем плюс автоматической коробкой передач. 47.
Почему солнце на гербе Латвийской ССР символизировало не прогресс, а регресс? На гербе Латвийской ССР было изображено солнце, восходящее из моря. Только художник не учел, что Балтийское море находится к западу от территории Латвии. Поэтому солнце могло в это море только заходить, что можно было воспринимать как символ регресса вместо прогресса. 48. Почему станция бакинского метро 28 апреля была переименована в 28 мая? Метро в Баку было запущено в 1967 году, и одна из станций называлась 28 апреля, в честь дня, когда в Азербайджане была установлена советская власть. После выхода республики из состава СССР станцию повысили ровно на месяц. Теперь она называется 28 мая в честь государственного праздника Дня Республики. 49. Почему Григорий Горин взял себе такой псевдоним? Настоящей фамилией писателя-сатирика Григория Горина была Офштейн. На вопрос о причине выбора псевдонима Горин отвечал, что это аббревиатура. Гриша Офштейн решил изменить национальность. 50. Зачем танк Т-28 по техническому заданию должен был преодолевать лунные ландшафты? В техническом задании к танку Т-28, который был создан в 1930-х годах, есть пункт, согласно которому танк должен преодолевать лунные ландшафты. Никакой мистики и фантастики здесь нет. Дело в том, что в то время лунным ландшафтом называлась местность, пострадавшая от бомбовых и артиллерийских ударов. 51. Какой вратарь мог стать великим хоккеистом, но предпочел футбол? Лев Яшин был не только футбольным вратарем, но и хоккейным. В 1953 году он стал обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призером чемпионата СССР. Яшина уже хотели позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе. 52. Каким образом арбузы помогли при испытаниях советской авиационно-космической системы? В 1960-70-х годах в СССР разрабатывалась авиационно-космическая система «Спираль», состоящая из орбитального самолета, который должен был выводиться в космос гиперзвуковым самолетом-разгонщиком, а затем ракетной ступенью на орбиту. Для испытаний был сконструирован аналог орбитального самолета, оборудованный шасси с лыжно-тарельчатыми опорами. Однажды во время испытаний тяги двигателей было недостаточно, чтобы сдвинуть с места эти лыжи по грунтовой полосе. Было решено пригнать два грузовика с арбузами, которые равномерно разбили на протяжении 70 метров. Это обеспечило необходимое скольжение, и самолет сумел тронуться с места и разогнаться. 53. Какой советский город был столицей одновременно двух республик? Город Владикавказ с 1924 по 1934 год был столицей сразу двух автономных республик в составе СССР – Северо-Осетинской и Ингушской. При этом сам город был самостоятельной административной единицей вне состава этих республик. 54. Откуда произошло слово «зэк»? В молодом советском государстве создавались трудармии. Военных, совершивших преступления, называли заключенными красноармейцами, а в документах это словосочетание сокращали «З-К». Позже, во время строительства Беломор-канала, это сокращение стало расшифровываться «заключенный канала-армеец». От ЗК и произошло слово «зэк». 55. Почему на Параде Победы 24 июня 1945 года одну собаку несли на руках на сталинской шинели? Во время Второй мировой войны разминировать объекты саперам активно помогали дрессированные собаки. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны 7468 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак.
Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели. 56. Откуда взялось выражение «дать добро»? В дореволюционной азбуке буква «Д» называлась «добро». Флаг, соответствующий этой букве в своде сигналов военного морского флота, имеет значение «да», «согласен», «разрешаю». Именно это стало причиной возникновения выражения «дать добро». Производная от этого выражения «таможня дает добро» впервые появилась в фильме «Белое солнце пустыни». 57. Почему из «Бриллиантовой руки» удалили сцену с ядерным взрывом? В «Бриллиантовой руке» было много моментов, к которым придралась советская цензура. 2 проститутки, сцена пьянства главного положительного героя, безалаберность таможенников и многое другое. Гайдай пошел на хитрость, приклеил в конце фильма ядерный взрыв и заявил комиссии Госкино, что они могут вырезать что угодно, кроме взрыва. Комиссия ответила наоборот: взрыв придется удалить, а остальное пусть остается как есть, чего режиссер и добивался. 58. Какой отработанный медицинский материал использовался советскими изготовителями кустарных пластинок? В СССР для изготовления кустарных пластинок, на которые записывалась нелегальная музыка, широко использовали старые рентгеновские снимки. Их называли пластинки на костях или пластинки на ребрах. Этот материал обходился бесплатно, медперсонал даже благодарил тех, кто помогал разгружать архивы. 59. Какая тема в советской фантастике была настолько заезжена, что рассказы по ней не принимались журналами для публикации? Тема Тунгусского метеорита была очень популярна у советских фантастов, особенно начинающих. Литературному журналу «Уральский следопыт» в 1980-е годы пришлось даже написать отдельным пунктом в требованиях к публикациям: не рассматриваются произведения, в которых раскрывается тайна Тунгусского метеорита. 60. Какой спортсмен, начав тренироваться в 23 года, выиграл медали на следующей Олимпиаде? Советский баскетболист Янис Круминш, уроженец Латвии, начал заниматься баскетболом только в 23 года. Уже через 2 года он стал чемпионом СССР, а еще через год выиграл серебро Олимпиады 1956 в Мельбурне. 61. Откуда взялось выражение «и ежу понятно»? Источник выражения «и ежу понятно» – стихотворение Маяковского. Ясно даже и ежу, этот Петя был буржуй. Широкое распространение оно получило сначала в повести Стругацких «Страна багровых туч», а затем в советских интернатах для одаренных детей. В них набирали подростков, которым осталось учиться 2 года, классы А, Б, В, Г, Д или 1 год, классы Е, Ж, И. Учеников одногодичного потока так и называли «ежи». Когда они приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их по нестандартной программе. Поэтому в начале учебного года выражение «ежу понятно» было очень актуально. 62. Какую художественную ценность имеет чередование цветных и черно-белых сцен в фильме «Дядя Ваня»? В фильме режиссера Андрея Михалкова-Кончаловского «Дядя Ваня», вышедшем в 1970 году, встречаются как цветные, так и черно-белые сцены. Некоторые критики нашли художественное обоснование для такого приема. На самом деле не хватало запасов цветного кодека, а советская цветная пленка не давала нужного качества изображения, поэтому и снимали на черно-белую. 63. Кто такой Рене Хобуа, указанный в титрах почти всех фильмов Данелии? Почти во всех фильмах Георгия Данелии в титрах указан актер Рене Хобуа, хотя он никогда в них не снимался. Георгий Данелия и Ризо Габриадзе познакомились со строителем Рене Хобуа в конце 1960-х, когда жили в гостинице в Тбилиси и вместе писали сценарий фильма «Не горюй». Несколько дней подряд они рассказывали ему разные версии сценария, чтобы узнать, так сказать, мнение простого зрителя, пока Рене не попросил, чтобы его отпустили. Оказалось, что он приехал в командировку из Зугдиди и должен был достать стройматериалы.
но вместо этого вынужден был слушать сценарий. В благодарность его фамилию поместили в титры. 64. Какая песня группы «Ария» одноименна девизу итальянских фашистов? «Воля и разум» – это девиз итальянских фашистов. Авторы одноименной песни группы «Ария» об этом не знали, равно как не знали и члены худсовета, одобрившие запись песни для пластинки. 65. Зачем Сталин подарил Рузвельту копию фильма «Волга-Волга»? В 1942 году Сталин пригласил посла США посмотреть вместе с ним фильм «Волга-Волга». Тому фильм понравился, и Сталин подарил через него президенту Рузвельту копию фильма. Рузвельт посмотрел фильм и не понял, почему Сталин прислал именно его. Тогда он попросил перевести слова песен. Когда прозвучала песня, посвященная пароходу «Севрюга», Америка России подарила пароход, с носа пар, колеса сзади, и ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход, он воскликнул, вот теперь понятно. Сталин упрекает нас за тихий ход, за то, что мы до сих пор не открыли второй фронт. 66. Какой военачальник побывал маршалом двух разных государств? Константин Рокоссовский, поляк по национальности, имел звание маршала СССР и маршала Польши. 67. Какого писателя Хрущев назвал по имени-отчеству героя повести этого писателя? Однажды на официальном приеме Хрущев назвал писателя Александра Солженицына Иваном Денисовичем. 68. Какую защиту от возможной невменяемости Гагарина предусмотрели инженеры космического корабля? В начале эры космонавтики никто не мог представить, как скажется пребывание в космосе на здоровье человека, в частности, не сойдет ли он с ума. Поэтому для перевода корабля с автоматического на ручной режим управления была предусмотрена защита с вводом специального цифрового кода, который находился в запечатанном конверте. Предполагалось, что в состоянии невменяемости Гагарин не сможет открыть конверт и понять код. Правда, перед самым началом полета код ему все-таки сказали. 69. Какая опера на произведение немецкого классика дала музыку самой известной пионерской песне? Музыка к пионерской песне «Взвейтесь кострами, синие ночи» написана на основе марша солдат из оперы Шарля Гуно «Фауст». 70. Кого изначально собирались лечить докторской колбасой? В 1936 году был разработан новый сорт колбасы – докторская. Название колбасы объяснялось особой почетной миссией, она предназначалась для поправки здоровья лиц, пострадавших от произвола царского режима. 71. Сколько раз был выигран главный приз Спортлото? За всю историю советской лотереи Спортлото все 6 из 49 чисел угадали правильно 2 или 3 раза. 72. Какой армянин вернулся из ссылки в Сибирь благодаря Черчиллю? Уинстон Черчилль очень любил армянский коньяк и ежедневно выпивал бутылку 50-градусного коньяка Двин. Однажды премьер обнаружил, что Двин утратил былой вкус. Он высказал свое недовольство Сталину. Оказалось, что мастер Маргар Седракян, который занимался купажом Двина, сослан в Сибирь. Его вернули, восстановили в партии. Черчилль стал снова получать любимый коньяк, а Седракяну впоследствии присвоили звание Героя социалистического труда. 73. Почему Исаакиевский собор почти не пострадал в войне? За годы Великой Отечественной войны Исаакиевский собор ни разу не был подвергнут прямому артобстрелу. Только однажды снаряд попал в западный угол собора. По предположениям военных, причина в том, что немцы использовали самый высокий купол города как ориентир для пристрелки. Неизвестно, руководствовалось ли этим предположением руководство города, когда решило спрятать в подвале собора ценности из других музеев, которые не успели вывести до начала блокады. Но в результате издания и ценности благополучно сохранились. 74.
где проводились опыты по скрещиванию шимпанзе и человека. В конце 1920-х годов профессор Илья Иванов проводил опыты по скрещиванию шимпанзе и человека, но не добился результатов за или против этой гипотезы. Опыты должны были продолжиться в Сухумском зоопарке, и даже нашлись женщины-добровольцы для осеменения спермы обезьян. Однако из-за ареста Иванова в 1930 и последующей его смерти в 1932 году эксперименты были прерваны. 75. Как открыли твердость поверхности Луны? При конструировании первого советского лунохода возникло много споров, что из себя представляет лунная поверхность. Были гипотезы, что она образована толстым слоем пыли. Одна организация для испытаний лунохода предложила построить громадный ангар площадью несколько тысяч квадратных метров, усыпанный 5–10-метровым слоем нелущенного проса, которое очень скользко и могло стать аналогом лунной пыли. Проблему решил Королёв, лично приказав считать поверхность Луны твердой. 76. Какой миф советских времен про фильм «Прибытие поезда» жив до сих пор, вопреки расхожему мнению, которое попало даже в советский учебник по истории зарубежного кино? Фильм «Прибытие поезда» не показывался на знаменитом первом платном киносеансе в Париже в подвале Гран-кафе на бульваре Капуцинок. 77. Почему поэты не любили Маяковского за написание стихов лесенкой? Когда Маяковский ввел в употребление свою знаменитую стихотворную лесенку, коллеги-поэты обвиняли его в жульничестве. Ведь поэтам тогда платили за количество строк, и Маяковский получал в 2–3 раза больше за стихи аналогичной длины. 78. Как назвали город, где Анна Каренина бросилась под поезд? В романе Льва Толстого Анна Каренина бросилась под поезд на подмосковной станции Обираловка. В советское время этот поселок стал городом и был переименован в железнодорожный. 79. Какой прибор показал, что на Земле жизни нет? Во время подготовки запуска советской автоматической станции на Марс возникли проблемы с излишком веса исследовательской аппаратуры. Королёв, изучив чертежи, захотел проверить прибор, который должен был сообщить по радио о наличии или отсутствии органической жизни на планете. Прибор был вывезен в выжженную степь недалеко от космодрома, а затем передал, что жизни на Земле нет, что и послужило причиной его исключения из миссии. 80. Почему изменяли фамилии космонавтов дружественных стран? Фамилии космонавтов, которые казались советским властям неблагозвучными, изменяли. Болгарину Какалову пришлось стать Ивановым, а поляку Хермашевскому – Гермашевским. 81. Какой объект можно считать самым большим, что создал человек? Самым большим искусственным материальным объектом из когда-либо созданных человеком можно считать гриб от советской термоядерной бомбы Ан-602, которую также именуют «Царь-бомба». 82. Что стало с родителями девочки, которая сфотографировалась на руках у Сталина? Родители Гели Маркизовой, сидящей на руках у Сталина в знаменитом плакате «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство», были репрессированы. 83. Какое село является родиной 2 маршалов и 12 генералов? Расположенное в Азербайджане армянское село Чердахлы – родина 2 маршалов, 12 генералов и 7 героев Советского Союза. 84. Какая легенда связана с машиной первого космонавта СССР? После полета в космос Юрий Алексеевич Гагарин получил в подарок от Совета министров СССР «Черную Волгу» с номерами 7878 МОД. Машина выставлена в стеклянной витрине музея Гагарина и является одним из главных экспонатов. Внутрь, понятное дело, не попасть, но даже через стекло можно увидеть особую голубую отделку интерьера, хотя в остальном это была совершенно обычная «Волга». Именно ее Гагарин использовал для большинства поездок, и с этим связана одна из множества легенд.
мол, машина постоянно ломалась, и когда об этом узнали на ГАЗе, забрали ее на завод и перетряхнули всю технику чуть ли не за ночь. Юрий Алексеевич жест оценил, но на всякий случай купил еще одну «Волгу», а эту поставил в гараж. Новая машина якобы имела бежевую окраску и красивые номера 1204 ЮАК, дата полета и инициалы космонавта. Но это чистый вымысел, не подкрепленный никакими свидетельствами. До самой гибели первый космонавт СССР ездил именно на том черном седане, который стоит в музее. 85. Какая алкогольная поэма была опубликована в журнале «Трезвость и культура»? Первая официальная публикация поэмы Венедикта Ерофеева «Москва. Петушки» в СССР состоялась в журнале «Трезвость и культура». 86. Почему на Западе испугались хрущевской Кузькиной матери? Знаменитую фразу Хрущева «Я вам покажу Кузькину мать» на ассамблее ООН перевели буквально «Кузма-смазер». Смысл фразы был совершенно непонятен, и от этого угроза приобрела совершенно зловещий характер. Впоследствии выражение «Кузькина мать» использовалось также для обозначения атомных бомб СССР. 87. Как появился коктейль Молотова? Во время Советско-финской войны 1939 года министр иностранных дел Молотов говорил, что советские войска сбрасывают не бомбы, а грузы с продовольствием для голодающих финнов. В Финляндии такие бомбы окрестили молотовскими хлебными корзинами, а потом стали называть устройство с зажигательной смесью против советских танков коктейлем для Молотова. У нас название подобного оружия сократилось до просто коктейля Молотова. 88. Почему «Жигули» для продажи в Европе переименовали в «Ладу»? В ряде европейских стран автомобили «Жигули» стали продавать под брендом «Лада» из-за ассоциаций с сомнительным словом «жигало». 89. Почему в СССР не прижились крупные лимоны? В 1950-х годах советский селекционер Лапин вывел особо крупноплодный сорт лимона. Однако он не получил распространения. Стала знаменитой фраза какого-то чиновника, который заявил по этому поводу: «Советскому народу не нужны лимоны, которые не влезают в советские стаканы». 90. Какая деревня разделена надвое границей? В 1946 году деревня Селменцы была разделена между СССР и Чехословакией, причем граница прошла прямо по одной из улиц. Сегодня части деревни находятся в Словакии и Украине. 91. Почему история о подвиге 28 героев-панфиловцев всего лишь легенда? В советской литературе и учебниках была широко представлена история о 28 героях-панфиловцах, которые во время наступления немцев на Москву в 1941 году совершили подвиг, уничтожив 18 вражеских танков ценой собственных жизней. Позже военная прокуратура СССР признала эту версию литературным вымыслом, так как не было найдено ни одного документального свидетельства о таком сражении. Хотя факт тяжелых боев 316-й стрелковой дивизии против двух вражеских танковых дивизий на данном участке фронта сомнений не вызывает. Легендарная фраза входившего в число 28 панфиловцев политрука Клочкова «Россия велика, отступать некуда. Позади Москва» тоже оказалась выдумкой, сочиненной журналистом газеты «Красная звезда». 92. Зачем в советский сыр помещали пластиковые цифры? В советском сыре можно было найти цифры из пищевого пластика, которые коллекционировали многие дети. Вдавленными цифрами на заводе отмечали дату изготовления, номер варки и другую информацию. Сегодня эту информацию чаще всего помещают просто на упаковку. 93. Кто из чемпионов Формулы-1 учился ездить на «Ладе»? Первой в жизни машиной автогонщика Кими Райкконена была советская «Лада», которую он с отцом нашел подготовленной к утилизации. После починки и перекраски Райкконен проникся обожанием к этому автомобилю. По его словам, он почти никогда не ломался.
94. Как появилась идея слезинки олимпийского мишки, показанной на церемонии закрытия Олимпиады 80? На церемонии закрытия Олимпиады 80 в Москве одним из самых эффектных элементов стало выложенное цветными щитами изображение олимпийского мишки и особенно его слеза. Первоначально ее не было в сценарии, однако на репетиции держащий один из щитов статист по ошибке поднял его вверх не темной, а светлой стороной. Когда руководитель сказал поменять сторону, приказ стали выполнять все статисты ряда. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку, в таком виде ее и включили в церемонию. 95. Почему советского футболиста Александра Заварова во Франции прозвали «свеклой»? На закате своей карьеры знаменитый советский футболист Александр Заваров выступал за французский клуб «Нанси». В команде за ним закрепилось прозвище «Блетти», в переводе с французского «свекла», так как Заваров часто произносил это слово при своих или чужих ошибках на футбольном поле. 96. Какую связь установили между сильнейшими землетрясениями и подземными ядерными испытаниями в период масштабных ядерных испытаний в СССР и США с конца 1960-х до начала 1990-х годов, которые включали также множество подземных ядерных взрывов? На планете не было зафиксировано почти ни одного сильного, имеющего магнитуду более 8,3 единиц землетрясения. Впрочем, то, что данная связь является не просто совпадением, пока не доказано. 97. Как красноармеец Дмитрий Овчаренко сумел победить отряд немцев из 50 человек? Согласно описанию подвига красноармейца Дмитрия Овчаренко из указа о вручении ему звания Героя Советского Союза, 13 июля 1941 года он доставлял боеприпасы в свою роту и был окружен отрядом солдат и офицеров противника численностью 50 человек. Несмотря на то, что у него отобрали винтовку, Овчаренко не растерялся и, выхватив из повозки топор, отрубил допрашивавшему его офицеру голову. Затем он бросил в немецких солдат 3 гранаты, уничтожив 21 человека. Остальные в панике разбежались, кроме еще одного офицера, которого красноармеец догнал и также отрубил ему голову. 98. Кого Гитлер считал своим главным врагом в СССР? Гитлер считал своим главным врагом в СССР не Сталина, а диктора Юрия Левитана. За его голову он объявил награду в 250 тысяч марок. Советские власти тщательно охраняли Левитана, а через прессу запускалась дезинформация о его внешности. 99. У кого американцы были вынуждены выкупать подаренное ими же оружие вчетверо дороже его себестоимости? Когда советские войска вошли в Афганистан, американцы подарили маджахедам, по разным оценкам, от 500 до 2000 переносных ракетно-зенитных комплексов «Стингер». А после того, как советские войска ушли оттуда, американское правительство начало выкупать ракеты по $183 тысячи за штуку. При этом обычная стоимость «Стингера» равна $38 тысячам. 100. Кто из жителей нашей планеты является рекордсменом по путешествиям во времени? Российский космонавт Сергей Крикалев провел на орбите в общей сложности 803 дня, что является мировым рекордом. Одновременно его можно считать обладателем другого рекорда, самого продолжительного путешествия во времени среди жителей нашей планеты. Согласно теории относительности, чем больше скорость, с которой движется объект, тем сильнее для него замедляется время. Рассчитано, что благодаря космическим полетам Крикалев на 1/48 секунды моложе, чем если бы он оставался все время на Земле. Другими словами, космонавт вернулся с орбиты во временную точку на 1/48 секунды позже ожидаемого при нормальных условиях значения. 101. Какая бесконечная надпись была на подарке Маяковского Лиле Брик? Маяковский подарил своей возлюбленной Лиле Юрьевне Брик кольцо с ее инициалами ЛЮБ.
Будучи расположенными по кругу, эти буквы складывались в бесконечное «люблю». 102. Что называли субботником до прихода советской власти? До прихода советской власти слово «субботник» имело другое значение. Так гимназисты называли коллективную порку, которую устраивало им начальство за проступки, совершенные в течение учебной недели. Сами же телесные наказания в российских школах применялись до второй половины XIX века. 103. Почему в московском метро в одних случаях станции объявляются мужским голосом, а в других – женским? Если в московском метро ехать по направлению к центру города, станции будут объявляться мужским голосом, а при движении от центра – женским. На кольцевой линии мужской голос можно услышать при движении по часовой стрелке, а женский – против часовой. Сделано это для удобства ориентирования слепых пассажиров. 104. Почему многие россияне употребляют слова «ксерить» и «кэнонить»? Копировальный аппарат в нашей стране часто называют ксероксом, потому что именно машины Xerox были впервые представлены на советском рынке. Кстати, это название в оригинале произносится Xerox. Появился даже глагол «ксерить» в значении «снимать копию». А в некоторых областях Дальнего Востока первенствовала компания Canon, и там более распространен глагол «кэнонить». 105. СССР занимал примерно 1/6 часть суши, в то время как современная Россия занимает примерно 1/7. И по населению Советский Союз тоже вдвое превосходил РФ. К моменту распада в нем проживало 294 миллиона человек. 106. Праворульные автомобили в СССР выпускались исключительно на экспорт, но часть из них оседала прямо в Союзе. Такие машины иногда выдавали сельским почтальонам, которым правое расположение руля было очень удобным. Можно было объезжать улицы и дотягиваться до почтовых ящиков, не покидая автомобиля. 107. Все знают, что на американском флаге число звезд, которых там 50, означает число штатов, входящих в состав США. Но не все знают, что число надписей «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на советском гербе тоже всегда было равно числу союзных республик. 108. В СССР в ходу были золотые монеты, а не только бумажные деньги. Советские золотые червонцы начали чеканиться в 1923 году, чтобы подкрепить одновременный выпуск бумажных денег. Однако, когда курс бумажных денег стабилизировался, чеканка золотых монет прекратилась. 109. Во многих столицах бывших союзных республик есть метрополитен. В Баку, например, в Киеве, Тбилиси, Минске, Ташкенте и Ереване. Однако во всех этих городах метро появилось именно в советскую эпоху и с тех пор либо не расширялось, либо расширялось незначительно. 110. В области космонавтики СССР долгое время был самым передовым государством мира, хотя в ходе Холодной войны Соединенные Штаты в итоге перехватили у него инициативу. Однако именно в Советском Союзе состоялись первый запуск искусственного спутника «Спутник-1», 1957 год, первый запуск человека в космос, полет Юрия Гагарина, 1961 год, и первый в истории выход космонавта в скафандре в открытое космическое пространство Алексей Леонов, 1965 год. 111. На момент официального создания СССР в 1924 году в Конституции упоминался советский флаг, но на самом деле тогда не было даже проекта этого флага, поэтому четкое его описание тоже отсутствовало. Советский флаг был утвержден спустя 3 месяца после утверждения Конституции. Кстати, за все время существования в стране сменилось 3 конституции. Они принимались в 1924, 1936 и 1977 годах и заметно отличались друг от друга. 112. Огромные размеры Советского Союза поражали воображение жителей других стран.
Как так? Страна размером с целый материк. И действительно, по площади СССР втрое превосходил Австралию, на 50% Антарктиду, и был примерно равен всей Северной Америке. 113. При строительстве городов в СССР иногда целиком перемещали целые высотные здания, даже не выселяя из них жильцов. К примеру, для строительства Большого каменного моста в Москве были уложены десятки специальных рельсов, по которым в сторону был передвинут дом номер 5/6 по улице Серафимовича. 114. В советскую эпоху города часто переименовывали в честь знаменитых людей. Но эта практика не распространялась на столицы союзных республик. Исключением стала столица Киргизии, город Бишкек, который в СССР назывался Фрунзе. Причем, переименовывая город, никто не подумал о том, что в киргизском языке нет звука «ф», так что местные жители называли город Прунзе. 115. Самой высокой точкой Советского Союза был пик Исмаила Самани высотой 7495 метров, являющийся 50-й по высоте горой мира. Впрочем, в советские годы он именовался пиком Сталина, а потом пиком коммунизма. В 1998 году у горы появилось новое название – пик Исмаила Самани. Сейчас это самая высокая гора в Таджикистане, а самой высокой горой России и всей Европы в целом является Эльбрус, вздымающийся на 5642 метра. 116. Единственный в советской истории всесоюзный референдум был проведен в марте 1991 года, и на повестке дня стоял вопрос о сохранении СССР как единого государства. Более 77% участников высказались за сохранение страны, но она все равно распалась. 117. В 1963 году на советском газовом месторождении Урта-Булак вспыхнул пожар, и 120-метровый факел ревущего пламени не могли потушить никакими способами на протяжении 3 лет. В итоге справиться с ним удалось лишь с помощью управляемого ядерного взрыва небольшой мощности. 118. В 1973 году советский луноход-2 успешно совершил посадку на Луну, после чего проработал на ее поверхности 5 месяцев. Его возвращение на Землю никогда не планировалось, что не помешало продать его в 1993 году с аукциона. Его за $68,5 тысяч купил американец Ричард Гарриот, сын астронавта Оуэна Гарриотта и космический турист, в 2008 году побывавший на МКС. Многим Гарриот известен как один из ведущих разработчиков игр Lineage 2, Ultima и Tabula Rasa. 119. В 1921 году, на заре создания Советского Союза, в Поволжье разразился страшный голод, от которого и пошло выражение «голодающие Поволжье». В этой сложной ситуации гуманитарную помощь оказывали многие страны, но самый весомый вклад сделали Соединенные Штаты, которые на пике активности в 1922 году обеспечивали питанием более 10 миллионов советских граждан. 120. Во время Второй мировой войны нескольких немецких агентов разоблачили из-за маленькой детали. Шпионы были очень тщательно подготовлены и обладали безукоризненно подделанными советскими паспортами. Однако скрепки паспортов были сделаны из нержавеющей стали, и при проверке сразу было заметно отсутствие характерной для советских документов ржавчины в местах скрепления страниц. По этой же причине в период Холодной войны был пойман не один американский шпион. 121. Первый советский компьютер был создан в 1953 году, получив название «Стрела». Всего было выпущено 8 экземпляров «Стрелы». Это был ламповый компьютер, состоящий из 6200 электровакуумных ламп и 60 тысяч полупроводниковых диодов,
и он занимал площадь в 300 квадратных метров. Хотелось бы также отметить, что все компьютеры в мире работают на бинарной логике, то есть на двоичном коде. Советская ЭВМ-Сетунь стала единственным в истории экспериментальным компьютером, работавшим на троичном коде вместо двоичного. На этом я бы хотел закончить это видео со 121 интересным фактом из истории СССР. Ну и уже по традиции, для всех досмотревших этот ролик до конца предлагаю узнать бонусный факт. В этом видео их будет два. Многие считают, что до советской эпохи телевидения в нашей стране не было. Это не так, телевидение появилось еще до революции, и в 1911 году профессор Борис Розинг, подданный Российской империи, осуществил первую в истории человечества телепередачу. Единственный глава СССР, рожденный в этой стране, Михаил Горбачев. Все без исключения его предшественники на этом посту появились на свет еще до образования Советского Союза. Вот таким у нас получился 121 интересный факт из истории СССР. На экране вы можете увидеть несколько комментариев из предыдущего ролика. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь своим мнением о ролике, предлагайте темы, которые вы хотели бы услышать в новых видео. Все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителей в это непростое время. Их имена вы можете увидеть на экране вашего устройства прямо сейчас и в описании ролика. Благодарю за просмотр этого видео и прошу подписаться на канал Книги, Истории, Факты, нажать на колокольчик и выбрать все уведомления. Вам наверняка понравится. Я расскажу еще много интересного и познавательного. Прошу при возможности помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать любым удобным способом. Ваши комментарии и то, что вы делитесь нашими видео в самых разных социальных сетях и мессенджерах, помогают развитию нашего канала и позволяют понять, что прилагаемые нами усилия не напрасны.